Здравствуйте, друзья! Если вас захлестывают эмоции страха, гнева, обиды, злости, они накрывают вас, и вы просто не знаете, что с этим делать, это видео сейчас для вас. Почему? Потому что я буду рассказывать об одной технике, которая объединяет в себе когнитивно-поведенческий и телесно-ориентированный подход. Эта техника называется 6 шагов проработки эмоций. 6 шагов, которые шаг за шагом помогут вам овладевать вашими эмоциями, справляться с ними, и вы сможете, знаете, быть такой гармоничной, уравновешенной, удивительно спокойной девушкой и женщиной. Это видео родилось из курса, который я сейчас готовлю. Курс большой будет для родителей маленьких детей, ну и не только маленьких, родителей подростков. В этом курсе я буду много рассказывать о разных техниках, но этой техникой я хочу поделиться со всеми здесь и сейчас. Для того, чтобы поработать в этой технике, вам понадобится лист формата А4 или формата А3. Ну, почему А4 или А3? Потому что придется много писать или даже рисовать. Вы берете этот лист и делаете табличку из 6 столбиков. Каждый из этих столбиков имеет свое название. Итак, первая колонка будет у нас называться «Ощущение в теле», где именно будет жить наша эмоция. Вторая колонка будет называться «А что же это за эмоция?» Ее название, да, вот определить, что я сейчас чувствую. Третья колонка будет называться «Мысли», какие мысли сопровождают эти ощущения. Четвертая колонка будет называться «Потребности». Пятая колонка «Что я хочу сделать под влиянием этой эмоции». И последняя, шестая колонка «Что важно сделать под влиянием этой эмоции». Итак, первая колонка «Как эмоция ощущается в теле». И надо сказать, что у каждого из нас есть собственный способ отреагировать на эмоцию. У кого-то это сжимается в области живота, у кого-то какой-то тремор, да, трясение в области солнечного сплетения. У меня, например, очень часто это горловой спазм, поэтому я нередко держу рядом с собой, выпью, стакан воды или чашку с чаем. Это помогает справляться с волнением. Но это в том случае, когда эмоция очень невелика, когда справиться с ней бывает легко. О том, как и какие еще существуют способы справляться с эмоциями, я буду рассказывать в других видео. Это мне очень нравится, например, система шкалирования, но это исключительно такой когнитивный подход. Это техника баланса, но вот это исключительно телесно-ориентированный подход. Но об этом в других видео. В этом видео мы говорим о 6 шагах. Итак, мы определили, что именно испытывает наше тело. Да, что еще может быть? Может быть еще жжение, может быть еще ощущение ватных ног или слабости в ногах. Так часто бывает при обиде. Мы садимся, и мы становимся какими-то, да, надутыми такими шариками. Кто-то мне говорит о том, что от гнева, да, начинает пылать лицо. У кого-то от обиды появляются на теле пятна. Сначала нам нужно определить, где именно живет эта эмоция. Что именно сейчас испытывает мое тело. Потому что на самом деле эмоции мы проживаем не головой. Эмоции мы сначала проживаем телом. И вообще-то это очень-очень интересная вещь. Эмоции говорят нам о том, что мы сейчас находимся в дискомфортной для себя ситуации. Из этой ситуации надо срочно найти способ выйти. Итак, мы нашли, где живет эта эмоция, что именно в теле мы ощущаем, описали это, прям, да, записали. Горловой спазм, солнечное сплетение сводит, тремор рук начинается, пот прошибает вот от гнева. Да. Я еще очень люблю говорить так, крышечку у чайничка, так, пуф! Все, закипаем, так крепко-крепко закипаем. Определили, описали. Уже это осознание
помогает нам снизить силу своей эмоции. И это, кстати, очень важный шаг, очень хороший шаг. Следующий шаг нужно назвать свою эмоцию. На самом деле эмоций огромное количество. Существуют базовые эмоции, их всего 6 или 7 по разным типам классификаций. И эти базовые эмоции даны нам от природы, и их могут испытывать не только люди, их могут испытывать и животные. И, например, существует такая базовая эмоция, как отвращение. Они говорят, ну как же, ну животные же не испытывают отвращение. Я говорю, да, у вас, наверное, никогда не было собаки или кошки, которая поднимает морду от миски, смотрит на тебя и очень хорошо произносит эту фразу. Хозяин кожаный, ты мне что сейчас вообще тут подсунул? Вот это я это есть не буду. Я как владелица в прошлом собак, а в настоящем кошек очень хорошо вижу эту эмоцию. Так вот, очень часто бывает так, что мы испытываем целый клубок эмоций. Чаще всего это целое, знаете, такой, ну, действительно, клубок, по-другому я это не назову. Это и обида, и злость, и где-то разочарование, и где-то страх и непонимание. И важно нам назвать каждую из этих эмоций. Вы представляете? Вот каждую. Так, здесь есть обида. Вот он только что мне так сказал, у меня включилась обида. Здесь есть гнев, я злюсь на него, да. Здесь есть какое-то разочарование. Ну, я ожидала, что он отреагирует по-другому. Здесь есть страх. Очень часто разные эмоции, особенно родителей, связаны именно со страхом, что я не совладаю с ситуацией, я не смогу справиться с ребенком, я не знаю, что сделать, помогите мне. Вот он страх, да, у нас растет. И все эти эмоции нам необходимо описать и записать в эту табличку. Потому что все это осознание эмоций, да, называние эмоций помогает нам снижать степень переживания этой эмоции. Друзья мои, я сейчас шаг за шагом вам рассказываю навык эмоциональной регуляции. Это основа, на котором потом, как на фундаменте, начинается строиться навык стрессоустойчивости. Вот знаете, такое спокойного отношения к любым невзгодам, которые будут встречаться нам в жизни. Я много говорила про этот навык эмоциональной саморегуляции. Буду говорить об этом еще и в своем курсе. Я целый блок этому отдаю. Называется курс. В курсе это значит блок «Схема развития ребенка». Так вот, в возрасте от годика до 3 мы даем ребенку этот навык. Ну, в идеале, да? Чаще всего наши родители даже не знали о том, что они должны этот навык дать и как его давать, это раз. А потом мы, собственно говоря, выросли, нам же родители не дали, но кто посмотрит мое видео, тот узнает, как можно дать этот навык ребенку. Да? И сейчас вот мы уже во взрослом возрасте вынуждены с этим справляться. Итак, назвали каждую эмоцию, которую мы у себя определили. Да что ж такое, что же я испытываю сейчас? И это... Вот как только назвали, это уже еще одна ступенечка к снижению наших эмоций. Так, теперь следующее, третий шаг. А какие мысли сопровождают эту эмоцию? Да? Это все бессмысленно. Да? Мой муж никогда не изменится. Со свекровью бесполезно разговаривать, с тещей бесполезно разговаривать. Почему я сказала только муж? Да? Там, жена тоже не... Развод, все, развод, я больше не могу этого терпеть, я уезжаю к маме, почему я должен все это терпеть, зачем мне это нужно, в конце концов все идет к редискиной маме, да, и так далее и тому подобное. Вот все эти мысли вам нужно выписать. Подождите, я только что рассказала только про супружество, а там же есть следующая история, связанная с родительством, да, мой ребенок бестолочь, я ничего не могу ему объяснить, он какой-то у меня нехороший, больной, редиска и так далее. Вы не поверите, каких уничижительных слов я не выслушивала у себя вот на консультациях со стороны родителей в сторону детей. И я понимаю, я не осуждаю, я понимаю, что это всего лишь способ
выплеснуться, да, вот выложить все эти эмоции. И хорошо, если это происходит у меня на консультации, но очень нехорошо, если это происходит дома и все это выплескивается на ребенка, потому что ребенок не виноват. Я маленький, я хочу, чтобы вы меня просто любили, говорит вам в этот момент ребенок. Вот представляете себе этого маленького малыша. Он не владеет навыком саморегуляции и эмоциональной регуляции, он не владеет навыком стрессоустойчивости, вы его долбите бесконечно, и он пригибается под тяжестью этих жутчайших обвинений. Это все связано с тем, что мама-то не справилась, мама не справляется с собой, со своими эмоциями. Да, поэтому я всегда говорю, сначала работаем с родителями, особенно с тем родителем, который для ребенка является самым авторитетным, самым важным в его жизни. Итак, идем дальше. А что же, да, это третий шаг мы с вами прошли, теперь мы с вами переходим на четвертый шаг. Все мысли описали в третьем шаге. А про какую потребность говорит наша эмоция? Да? И чаще всего это неудовлетворенные какие-то потребности. Например, потребность в сочувствии, потребность в понимании, потребность в помощи, потребность в заботе. Да? Это почему супруг не понимает, что мне нужна помощь, что я тоже работаю, почему я должна становиться к плите каждый день, приходя с работы, почему я не могу, значит, сесть перед телевизором. Я всегда в таком случае молодым женам и женщинам говорю: можете. Почему не можете? Пришли, ручки помыли, сапожки сняли, переоделись и сели рядом на диванчик перед телевизором. Вы тоже отдыхаете. Это ваша какая-то, да, интересная история, сценарий, что женщина после пахоты на работе не может сесть и отдохнуть. Вы тоже можете. Если в этот момент ваш муж скажет: а ужинать будем? Вы так: будем. Что делаем? Пиццу заказываем. Да? У меня сил-то уже нет. Или идем вместе. Давай помоги мне сделать. Тебе очень прошу. Я тоже очень устал. Но когда ты мне вот такие вот жена, есть давай, да, мне совершенно не хочется подорваться и бежать на улицу. Тут мы включаем навык ненасильственного общения. Но об этом я рассказываю в другом своем видео, тоже посмотрите, пожалуйста. Итак, как только мы осознали, а какая там потребность, забота, любовь, ласка, понимание, мы чувствуем неудовлетворенными свои потребности. Какая потребность скрыта за этой эмоцией? Это очень важно. Вот. Например, да, потребность быть уверенным в том, что ребенок самостоятельный, что вы правильно его воспитываете. Вот. А потребность это с вами связана или все-таки больше с ребенком? Кто как это определяет. Я так думаю, что здесь надо искать прежде всего свои потребности. Да? Я хочу, например, гордиться своим ребенком. Так, подождите. А для того, чтобы вы им гордились, там нужны какие-то, да, он что-то должен делать. Такой пункты долженствования со стороны вашего ребенка или пункты долженствования со стороны вашего супруга. Вот в потребностях иногда стоит покопаться и застрять более плотно, потому что с потребностями у нас тоже бывают проблемы. У нас, да, прежде всего. Так, следующий шаг. Разобрались мы с вами с потребностями. Пятый шаг. Что я хочу сделать? И в этой шкале, в этом столбце у нас очень часто появляются: я хочу выплеснуть на него свою обиду. Да? Очень часто здесь появляются претензии, очень часто здесь появляется месть. Мне хочется его ударить, мне хочется бросить все, мне хочется, в том числе мы даже это делаем, мы можем дать ребенку подзатыльник, и вот эти слезы, с которыми наши дети делают уроки, это на самом деле наши слезы, да, просто они такие невысказанные слезы. Когда мы опишем, и это очень важно описать, честно, сами с собой описать, что я в этот момент хочу сделать, да, очень часто мы вдруг осознаем, насколько эти наши желания, они неадекватны. Я, например, в этой колонке у моих
клиентов появлялось: я хочу убить его, я его хочу зарезать, мне потом ночью снится, как я его там расчленяю на мелкие кусочки. Я так, да, количество гнева. Мне кажется иногда, знаете, что вот мы полны, это такой шарик, и из этого, как шарика, как из кактуса, начинают пробиваться эти иголочки. Я нередко, когда работаю вот с этим гневом внутренним у подростков, я вижу, какими ежиками они становятся. И да, когда очень много гнева, обиды и злости у подростка, там идет как раз самоповреждающее поведение, потому что у них еще есть запрет на испытывание негативных эмоций. Да? Хорошо, если эти негативные эмоции у ребенка такие выходят. Ой, слава богу, высказался, да? Замечательно, я тебя поняла, я тебя услышала, все хорошо, я не обесцениваю твои эмоции, да, я не говорю, все это бред, я понимаю, как тебе тяжело и как тебе сложно, возможно, ты мог бы поделиться там еще с кем-то этими эмоциями, вот, например, с психологом поделиться. Я что, у тебя ненормальный? Ни в коем случае, я сама работаю с психологом. Психолог – это человек, который помогает справляться с эмоциями. Это я о том, как, да, поговорить с подростком, у которого самоповреждающее поведение. Итак, выписали все, что мы хотим сделать, подумали, а решит ли это проблему? Являются вот эти вот самые мысли, что я хочу сделать, адекватными? Если не являются адекватными, то просто осознали и отпустили. Если являются адекватными, ну, например, хочу пойти, там, не знаю, напиться, да, отпустит, да, фу, я успокоюсь, пойду покурю, тоже я успокоюсь, я расслаблюсь. А в краткосрочной перспективе точно являются. Да, выпили бутылку вина, и вас ничего не волнует. А в долгосрочной перспективе. И здесь еще очень важно подумать о шагах, которые являются долгосрочными и которые являются краткосрочными. Да? В краткосрочной перспективе очень часто у нас все получается, а вот в долгосрочной все не так уж и хорошо. И поэтому последней колонкой у нас идет, что важно сделать. И здесь я рекомендую вам обратиться к колонке наших потребностей. Да? Если мы говорим о том, что я не чувствую внимания, внимательного отношения к себе, я не чувствую заботы, я не чувствую понимания, то научиться просить об этом. Да? Не милый мой хороший, догадайся сам, что мне хочется. Вы знаете, я ужасно не люблю вот эту игру. А что, он сам не понимает? Если тарелки стоят на столе, он сам не догадался, что их нужно убрать хотя бы в раковину. Да, претензия, которая часто предъявляется ребенку. Или, а что, он сам не понимает, что я тоже устала, я тоже хочу отдыхать. Ну, или мы учимся сами удовлетворять свои потребности, да, и вообще осознаем, что не надо нам пахать, как лошади. Нет ужина, он с работы, вы с работы. Детей из детского сада привели, и кому кто-то должен всех все это накормить, да, значит, садимся и говорим, слушай, а кто будет готовить ужин? Ну, я тоже работала, я в садик забежала, всех забрала, у меня просто тоже сил нету. Давай пиццу закажем. Давай там, не знаю, давай пельмени отварим, да, ну, самое простое. Ну, пойдем вместе со мной. Хочешь салата и ужина из 3 блюд? Вперед тогда, давай мне помогать. Ну, по-другому никак. Просить о помощи это раз, не взваливать на себя, потому что вас иногда никто не просит наглаживать скатерти, не знаю, доводить до кристальной чистоты свой дом, а я об этом тебя не просила, а зачем ты это делаешь? Да? Я не могу жить в беспорядке. Ту-ду-ту. Ты не можешь, а я-то могу. Ну, реально. Вот. А что делать в такой ситуации? Ну, огромное количество. Во-первых, работать с самой собой, да. И вот наша, например, наша табличка, она, если мы будем к ней обращаться периодически, она нам будет как раз помогать осознавать, что с нами происходит. Потому что я хочу, дорогие мои любимые, мамы и папы, мужчины и женщины, девушки и юноши, чтобы мы ощущали себя абсолютно
свободными, гармоничными в любой ситуации, независимо от того, какие люди нас окружают. Вы представляете, всегда будут люди, которые вот почему-то не догадываются и не удовлетворяют наших потребностей. И мы должны или научиться удовлетворять эти потребности самостоятельно, да, естественно, адекватно оценив свои потребности, вот, или просить о помощи, и это абсолютно нормально. Ну, на этом все. Большое спасибо, что были со мной. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой блог, на мой канал в YouTube. Я всегда буду рада общению с вами. И это видео я включаю в раздел, огромный раздел для себя на YouTube, который так и называется «Эмоции».